Хардкор техно. Наверное, вы даже не знаете, что это такое. А если и знаете, то только воплощение в виде бесконечного икания лошади, именуемого себя аптемпо. Или многочисленных русских песен-ремиксов хардстайля. Сегодня речь пойдет о самом раннем проявлении хардкора, о временах, когда большая часть из вас даже не родилась, о хардкоре начала 90-х. Имя ему Old School Hardcore или габбер. Габбер — это также стиль жизни подростков 90-х. Но не стоит забывать, что помимо габберов были и рейверы, одним из подтипов хардкор-сцены. Сами рейвы были распространены повсеместно. Они были менее андеграундной тусовкой, но также нелюбимы большинством населения и властью. На примере двух художественных фильмов о габбер и рейв-культуре мы сравним ситуации, показанные в фильмах, определим, какие треки играют в фильмах, а также проанализируем и убедимся, достоверно ли авторы этих картин передали всю эстетику и атмосферу того времени. Осторожно, будут спойлеры. Также автор выражает свое субъективное мнение, с которым вы можете быть не согласны. Вы на канале Best Archive Discovery. Начнем. Алерт, ребята, вы видели дисклеймер в начале, но я еще раз вам скажу. Если вам неприятна тема запрещенных препаратов, тяжелых телесных повреждений, произвола, психологического давления, то смотрите это видео только на свой страх и риск. Если вам меньше 17 лет, прошу, покиньте данное видео. Если же вам все равно на мое предупреждение, то вы согласны с тем, что данное видео подходит для вас, и вы добровольно смотрите его, несмотря на последствия. Алерт окончен. Начинаем анализ. Немного введу вас в курс дела. Что это такое? Хардкор техно — это совокупность разных жанров, где ярко выражается ритмическая составляющая, так как в 90% она циклична. Самые ранние проявления хардкор техно начались в эксид-джазе, где впервые начали экспериментировать со звучанием. В последующем хардкор техно разделился на два основных лагеря, где упор идет на искаженную бочку и где упор идет на ритмический рисунок сэмпла Амон. Если брать самые ранние и популярные рейв-мотивы, то это брейкбит, брейккор, драм н бейс, дарккор. Ну а если брать чисто габберские темы, то это будут сам габбер, джампстайл, хардстайл. Но на самом деле есть очень много поджанров в этом хардкор-техно. Например, ранний хайперпоп. Если же вы хотите ознакомиться со всеми поджанрами этого прекрасного направления, то переходите на канал Няня Киаро. 2 года назад он выпустил видео, где привел в пример более 60 поджанров хардкора. Обещаю, что вы будете удивлены увидеть некоторые, казалось бы, никак не связанные с хардкором жанры. Однако, стоит отметить, что он пропустил много хардкор-техно поджанров, а некоторые из представленных описаны неправильно. В целом, добротное видео. Переходим к самим фильмам. Начнем с картины 2023 года под названием Hardcore Never Dies. В начале фильма рассказчик начинает свою речь с того, что люди не эволюционировали. Их главные потребности не изменились, нами правят инстинкты, мы остались обезьянами. Это нам рассказывает один из главных героев картины, старший брат по имени Дэнни. Рассказывает он это в группе малуканцев, которым задолжал за продажу ирисок много денег. Немного истории. Малуканцы — это народ, который живет на Малузских островах и Восточной Индонезии. Тот ему затирает, что деньги все, что Дэнни должен был, потратил и пришел за тем, чтобы занять еще немного денег, так как хочет ириски эти продать на вечеринке, где будут его кореша. Главарь соглашается, но требует большую сумму. На этом вступление заканчивается. Сразу нужно понять, что в фильме уклон на драму и криминал. Что на самом деле неудивительно. Мы имеем дело с лихими 90-ми. Вы уже заметили, что старший брат выглядел как гопник? Ну вот, что в России, что в странах СНГ, что в Европе, везде были свои гопники. Только гопники Европы в большей массе вредили себе, употребляя риски на вечеринках. Неприязнь к габберам была всегда. В частности, из-за того, что неофашисты и прочие неформальные личности с деструктивным мышлением часто ставили треки данного жанра на своих дискотеках в разных странах. Например, в США или Германии. Настоящие габберы в большей своей массе никогда не принадлежали к данным движениям. Сами создатели песен часто вкладывали темы о том, что габберы все едины, и здесь не место расизму и фашизму. Возвращаемся к фильму. После сцены со старшим братом
нам показывают игру на фортепиано младшего, которого зовут Майки. Младшему всего 17 лет. Бросил учебу, чтобы начать работать, а работает он в компании по выращиванию помидоров. Есть несколько вакансий, которые отец предложил для него, но Майки хочет стать пианистом, чего отец не одобряет. Жизнь идет полным ходом и никаких изменений не намечается. Но ведь у нас фильм «Драма». Что может пойти не так? В один момент Дэнни приезжает к Майку на работу и говорит, что он теперь живет неподалеку, и у него есть одно дело для малого. Пока что только найти фотографии у него в комнате. В тачке в это время играет трек, но какой именно, я не смог идентифицировать. Возвратившись домой, он находит фотографии в вещах Дэнни. Показывать, какие фотографии там были, я не стану. Вы можете самостоятельно ознакомиться с фильмом у меня в телеграм-канале. Также я пишу посты там, а в чате мы общаемся. Заходи, не стесняйся. После нахождения фотографий младший заезжает к старшему на хату. В это время у Дэнни играет трек «We are the Gabbers» Rotterdam Terror Corps. Данная пластина вышла в 1996 году. А учитывая то, что в фильме Дэнни упоминает то, что она вышла совсем недавно, давайте предположим, что фильм повествует о пике эпохи габберов. В середине нулевых габбер стал менее популярным, уступив других жанров той же категории. В 2002 году габбер как стиль переродился, но он стал звучать совсем иначе, более темно, индустриально. Как отмечают бывшие габберы, ранний хардкор до нулевых для них всегда будет эталоном, и никакие метаморфозы с жанром не изменят их мнение. Кстати, в саундтрейлере упоминается 1996 год, как год, в котором разворачиваются события. Но, к сожалению, авторы картины немного облажались. В скором времени узнаете, как. Некоторое время спустя Дэнни ставит пластинку Juggernaut Roughneck Rules the Hardcore Scene, что вышло в том же 96-м. Они отходят на кухню, Майки отдает фотографию и уходит из дома. Перед выходом Дэнни спрашивает, есть ли у малого планы на пятницу. Получив отрицательный ответ, старший приглашает его на сходку. Начиная отсюда и до конца фильма мы будем наблюдать падение младшего брата. Стараясь помочь старшему, тот теряет все. Репутацию в семье, деньги, работу, стремление к чему-либо. А ведь так много он мог сделать в своей жизни, если бы не подсел на риски. Хотел помочь брату и сам стал таким же. Надежда медленно угасает в его глазах. Может, он все преодолеет? Я не буду пересказывать весь сюжет, вы можете ознакомиться с фильмом самостоятельно. Интересный факт. В фильме была сцена, когда старший брат учил младшего танцевать хаку, но ее вырезали подчистую. Посмотреть эту сцену можно на ютубе на канал Amazon Нидерланды. Вкратце. Утром, после ночного движа, Дэнни спрашивает у Майка, сколько попало, азиатские булочки с начинкой из мяса или вегетарианские, распространенные в Нидерландах, разогреть. Тот говорит, что в скором времени уходит, так как у бабушки день рождения, и он обещал отцу вернуться пораньше. Старший проигнорил его и задал вопрос еще раз. Майки ответил одну. Дэнни рассказывает младшему, что от жизни нужно брать все, и день, когда ты это осознаешь, станет лучшим днем в твоей жизни. После этого Дэнни начинает учить Майки танцевать хаку, говоря, что у каждого габбера есть свой собственный танец. Вот и, собственно, вся сцена. Жаль, что из финальной картины вырезали ее, ведь она показывает серьезное отношение к музыке и габберской культуре в целом. Потому что хака у габберов — ритуал, то, что тебя объединяет с этой музыкой, с этой толпой. Также стоит упомянуть, что ты должен быть индивидуальным всегда. Ты должен иметь свою уникальную одежду, чтобы тебя запомнили. Как говорили сами габберы, если кто-то появляется в такой же одежде, что и ты, в следующий раз ты должен был сменить шмот кардинально. Что насчет музыки? Нестыковки есть. Да. Момент, где Майки вместе с Дэнни и его друзьями заходят в здание, играет песня The Night Raver We Are From Rotterdam Evil Activities Remix, что вышло только в 2008 году. Минус к реализму. И еще, я проверил официальный саундтрек, послушать вы его можете в ВК или в моем телеграме. Там этой песни нет. Есть лишь просто версия, именуемая себя ремиксом. И да, это две разные песни. Вот отрывки из них. Костяк создателей фильма, не иначе. В титрах указан именно ремикс 2008 года. Странно. Вторая песня, что была выпущена позднее 96 года, The Masochist MZKZM, была издана в 1999 году. Упоминается также в титрах.
Забавный факт. Все габеры, что участвовали в фильме, были увековечены в титрах. Также название фильма является торговой маркой и по совместительству лейблом звукозаписи Dance Concepts. Единственную награду, которую получил этот фильм, была «Золотой фильм» в Нидерландах. Эту награду дают фильмам, которые смогли продать более 100 тысяч билетов. Подведем итоги. Классная драма и криминальная составляющая. Фильм не оставит вас равнодушным. Это настоящая жизнь тех, кто хотел быть счастливым. Про достоверность. Как для меня, человека, что не жил в ту эпоху, оценивал в процентах на 90. Критики и люди, что жили в это время, практически всегда говорят, что было абсолютно так же. Музыка, за исключением тех 2 треков, вся вышла до 96 года. Рекомендую посмотреть этот фильм. Оценка самого фильма 9 лысых голов из 10. Разобравшись с габер-культурой, мы переходим к рейвам. Но перед этим хочу сделать анонс моего трека в стиле хардкор-техно. Визуализатор выйдет на этом канале в тот же день, когда мой трек официально выйдет. К сожалению, на российских стриминговых сервисах они доступны не будут. Послушать отрывок вы можете прямо сейчас. Отпишите, кто ждет этот трек, в комментариях. Продолжаем обзор. Второй фильм на очереди «Рейв-биты», или просто «Beats» английский, или «Rave» русский вариант. Вышел фильм в 2019 году. Не путайте с фильмом «Биты», который вышел в том же 2019 году, но уже повествующий о рэпе и хип-хопе. Ну, так мне показалось. Выпущен он компанией Netflix. Стилистика у фильма. Все в черно-белом фильтре. Не знаю, для чего это было сделано. Для аутентичности, может. В самом начале фильма нас сразу знакомят с событиями в Шотландии. В нашем случае габер-культура не сильно внедрилась в данную страну, только рейв-культура, а фильм-то британского производства. Нас знакомят с исторической справкой. В 1994 году власти Шотландии запретили собираться на вечеринках, где играет музыка полностью или преимущественно состоящая из последовательно повторяющихся ритмов. Потом начинает играть песня Annihilation Rhythm Part 1+2, что вышло в 1994 году. Я не могу с уверенностью сказать, что данный трек принадлежит драм-н-бейсу, потому что в те времена был брейкбит, хардкор и рейв. Знатоки, конечно, могут отписаться, является ли данный трек уже драм-н-бейсом образца 90-х или нет. Нас переносят в комнату к одному из подростков, которые разговаривают по телефону. Один ради другого записал трек, который играл по радио, и отправил кассету. Теперь они вместе слушают этот трек и танцуют. Знакомьтесь, Джона и Спаннер. В комнату к Джона приходит мама и выключает телефон сына и магнитофон, отчитывает его, добавляя, чтобы он собирался. Тем временем старший брат вышвыривает Спаннера на улицу в одних только трусах и через окно кидает вещи на улицу, чтобы тот оделся. Кратко. Джона из благополучной семьи, но отца у него нет. Есть отчим, который работает в полиции. А вот Спаннер не из благополучной семьи. Нам ни разу не показали и не упоминали родителей, но он живет вместе со своим старшим братом, которого зовут Фидо. Спаннер одевается и едет на своем мопеде до Джона. Наблюдаем такую картину. Отчим недовольно смотрит на Спаннера, считая его что ни на есть отбросом общества. Они уезжают. Какое-то время спустя Спаннер приходит в магазин понаблюдать за работой Джона, и после его смены они вместе доходят до скамейки и обсуждают то, какой у Джона начальник плохой. Спаннер просит приятеля быть сильным и сказать ему все, что он думает о нем, но Джона очень скромный мальчик для таких дел. Спаннер подбивает его сходить на общую тусовку рейв-парней и девушек. Джона соглашается. Какое-то время спустя на это место приезжают копы и разгоняют толпу. Тут мы убеждаемся, что отчим полицейский. Он отчитывает Джона и велит ему идти домой. Джона соглашается, и Спаннер остается один. Он узнает, что скоро затевается крупная вечеринка в одном отдаленном месте, и они вместе с Джоном должны любыми способами попасть на нее. К счастью, он находит на полу листовку, поднимает ее и целый день будет следить по радио за каналом вещания, что указано на ней. Весь фильм мы будем наблюдать, как наш скромный парень Джона будет превозмогать себя, становиться мужественнее и сделает то, чего он так хотел – отправиться на свою первую рейв-вечеринку. И последнюю. А то, как он будет проходить через все это, предлагаю вам посмотреть самостоятельно. Особо интересных фактов я не нашел. Вырезанных сцен тоже. Про музыку. Что я смог найти? 10 треков.
И все они вышли до 94 года. Вот те самые треки. Annihilation Rhythm, Parts 1 plus 2, Wind It Up, Optimal, Hyperspeed, GeForce Part 2, Song of Life, Big Fun, The Classic Magic Joan Mix Remake, Desire, Gravitational Arch of 10, Dominator, Stand of the World, Larry Levin Mix. Конечно, есть песни, которые я не смог идентифицировать, но мне кажется, что они сделаны были как вставки, не более того. Они не позиционируют себя как часть культуры, в отличие от предыдущего фильма. Поэтому могу сказать, что треки достойно подобраны. В отличие от предыдущего фильма, этот получил 5 наград и 11 раз номинировался. Обсудим только победы. Премию BAFTA Шотландии забрал Лорн Макдональд как лучший актер. Премию британского независимого кино получили Бенджамин Кракун за лучшую операторскую работу, а также несколько артистов за лучший звук. Их имена: Дэвид Болт Макмиллан, Йокинсон Стрёрм, Роберт Фа. На международном фестивале «Фильму моря» награду получил Брайан Уэлш в номинации «Лучший фильм». И он же получил премию киногероев Китая, участвуя в Тунисском кинофестивале 2019 года. Нет, вам не показалось. Туринский кинофестиваль проходит в городе Турин, что находится в Италии. Каким образом он оказался в Китае? На этот вопрос ответа я так и не нашел. Полный список номинаций вы можете глянуть на сайте IMDb. Подведем итоги. Хороший фильм о самом незабываемом дне в жизни парней. Эта картина менее динамична, чем предыдущая. Оценивая достоверности происходящего на экране, могу отметить, что было ощущение того, что нам показывают не 94 год, а иной отрезок времени. Из-за того, что фильм весь черно-белый, ощущение новизны притупляется, и ты не можешь с уверенностью сказать, где авторы накосячили. Я отмечу, что фильм достоверен на 90%, как и предыдущий. Оценка самого фильма 8 скромных мальчиков из 10. Итак, проанализировав два этих фильма, давайте зададимся вопросом, какие общие черты есть у данных произведений. Первый и самый очевидный – это тема андеграунда. Габберы и рейверы находятся в меньшинстве, их притесняют и относятся с неодобрением. Учитывая то, что это андеграунд, тема ирисок раскрыта в обеих картинах. Только в Габберах это центральная тема, а во втором случае как побочная ветвь. Вторая тема – это тема дружбы. В первом случае между двумя братьями, а вторая – между приятелями. И как можно наблюдать, старший всегда авторитет для младшего. Раскрытие авторитета идет в картинах по-разному. В «Хардкор бессмертен» Дэнни буквально заставляет младшего влиться в их культуру, а тот, как губка, впитывает все безвозвратно. В то время как рейвбиты, наоборот, младший всеми способами старается избегать влияния и слушаться своих родителей. Но в конце концов он решает, что ему нужно побороть внутреннего себя и сделать то, чего он действительно желает. Ведь для него второго шанса уже не будет, так как его семья переезжает подальше от его дурной компании. Но и самое главное, они передают эстетику рейв-культуры по достоинству. Больше мне выделить нечего. На этом я заканчиваю свой обзор. Спасибо всем, кто смотрит мои видео до конца. Всем удачи! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить уведомления. Не прощаюсь, Габус.